지난 영상을 올리고 많은 생각을 해봤습니다. 결국 가장 중요한 건 제 생각이 아니라 나스타의 마음이라는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 그래서 이번 영상에서는 장모님과 소주 한잔 하면서 솔직한 이야기를 많이 나눠봤습니다. 아니 이제 간지럼도 타는 거야? 아빠 안녕. Где красавица? 아이고 여주 숙녀가 다 됐어요. 저는 그냥 뽀뽀. 뽀뽀. 아리나 돼지 어떻게? 꿀꿀 맞아. 아리나 강아지 어떻게? 맞아. 아리나 고양이 어떻게? 야옹 맞아. 어떻게 이렇게 잘해 한국어를? 야옹 아니 뽀뽀 어떻게? 뽀뽀 싫어. Уже выходи, чего ты сидишь? Нам тут уже убирать надо, и на прогулку надо. Мама уже, наверное, с работы возвращается. Давай скорей. Уже который час там? уже. Да, быстро иди. Мусор забирай. А пакет твой? 아, 제일 중요한 거 까먹었거든요. 저희 장모님이 혈압이 높으셔서 매번 챙겨 드시고 계신 겁니다. 이번에 다 떨어져서 제가 추가로 6개 주문했는데 선물로 드리려고 했는데 까먹을 뻔했네. 응. 가. 네, 오늘은 비싼 소주를 한잔 할 거기 때문에 지하철 타고 이동해 보도록 하겠습니다. 안주는 뭘로 먹을까? 식당에 왔습니다. 신랄한 식당이고 안주를 장모님 오시기 전에 좀 시켜보려고 하는데 오늘따라 좀 제육볶음하고 소고기 이런 거 좀 시켜드리면 되지 않을까 생각이 드네요. 그렇게 먹고 나서 또 냉면으로 입가심까지 오늘 한번 해보겠습니다. 장모님 오늘 퇴근하시고 오셨고 오늘 이렇게 같이 소주 한잔 먹어보려고 합니다. А что ты мне сегодня позвонил так неожиданно? Я даже не ожидала. Есть такая, да, причина. Какая? Рассказывай, давай. Нет, попозже, когда мы чуть-чуть выпьем, тогда я Да? расскажу. Сейчас я не могу. Ну ладно, хорошо. Давай, Подожди. выпьем. Давай. Банчан принесли, можно банчан? Да? Да. Ну, за хороший вечер. Вот. Хорошо. Да? Да? Неплохо. Это очень вкусно. Я Да? дома сейчас готовлю, да? Свинина в остром соусе. А, Давайте выпьем. Давайте. Сажу. угу. Ну, вкусно, правда. Вкусно. Да подожди, я ж попробую, подожди. Мы ж только что выпили. Не, наливаем. Тут только наливаем. Мы сейчас это... В Корее считается, что если пустое это рюмочка, то считается нельзя. Да, это некрасиво. Всегда налито должен быть. Ха, Ну, кстати, вы вообще, у вас давление так жирное, это же пить нормально? да не, нормально, я же постоянно Мэгбиум пью, который ты мне покупал. Давление так нормально, нормализовалось, ну, Уже хорошо. нормально? Да. Точно? Да. Это вообще меня радует. Вот. Я О. купил. О, классно. В этот раз Слушай, на 6 месяцев купил. да? Ой, а у меня как раз заканчивается. Спасибо, Майсу. 실제로 저희 장모님한테 챙겨드리던 제품인데 이번에 장모님이 이걸 드신다는 걸 보고서는 저희한테 메일을 주셨습니다. 저희 구독자님들을 위해서 특별한 행사를 한번 진행해 보고 싶다고 이렇게 메일을 따로 주셨어요. 설명드리자면 요즘에 난리난 맥비움입니다. 출시한 지 한 달 만에 완판되는 그런 제품이에요. 나토균이랑 홍곡 조합으로 만든 제품인데 나토균은 혈관을 확장시켜서 혈압을 낮춰주고 혈액순환에 도움을 주고 홍곡 같은 경우에는 혈액순환과 혈중 콜레스테롤 조절에 도움을 줍니다. 그런데
이 두 개를 같이 섭취를 했을 시에는 혈압켜 1.5배 시너지 효과를 낸다고 합니다. 30년 경력의 한의학 박사님께서 이 배합을 직접 연구를 하셔서 이 시너지 효과를 입증을 했다고 합니다. 그리고 그 이외에도 레드비트, 산사나무 열매 등등 굉장히 혈압에 좋은 것들이 굉장히 많이 들어있습니다. 그래서 저도 매번 장모님께 챙겨드리고 있는 그런 제품입니다. 현재 최대 64%까지 할인을 하고 있고, 원래 요걸 6개 사야지 요 물병을 같이 이제 드리는데, 저희 구독자님들은 요거 딱 3개만 구매하셔도 요 물병을 같이 드린다고 합니다. 그리고 선착순으로 30명까지는 혈당 관리에 도움이 되는 바나벨 추어블이라는 이 제품을 무료로 같이 넣어드린다고 합니다. 항상 완판되는 제품이라서 늦으시면 구매를 못할 수도 있습니다. 그래서 빠르게 링크 통해서 주문하세요. 잠깐 해볼까요? Давай. Очень удобно, потому что вот я сегодня в обед выпила таблетку, она у меня вот в горле вот здесь стоит, я ж не могу таблетки пить, и она у меня стоит, и я ее чувствую прямо. А это раз и выпил. Да. Ну вообще очень Вы удобно. каждый день пьете, да, прям? Конечно. Ну а как же? Ну, главное, каждый день. Тут главная стабильность. Да, самое главное. Ну что, Да. за здоровье. Как ты одним так много быстро выпил большой объем? Вкусно, да? Даже нет ни вкуса, ни сладкого, ни горького, ни кислого. Это, а вот какой-то такой есть легкий вот привкус интересный. Смятный. Да, вот что-то такое вот прям вообще очень приятно. Особенно в жару, если вот холодненькая водичка. Отлично. Поэтому на 6 месяцев купе. Главное, Супер. Супер. Спасибо. Давайте кушаем. Да. Давайте. Ну что? Конечно, без... Да. без... Что отвечать? Сейчас. Ну, чтобы подписчики наши не подумали, что мы очень много пьем ради здоровья. Ради здоровья. Да, не ради пьянки. Да, согласен. Так давно я через уже пил. Наши подписчики написали такой комментарий. Что вы много не пьете и с друзьями, там, с семьей. Ага. Ну, такое просто атмосфера, ну, такое, говорите, такой тост. Прям Да, обязательно. культурная, прям огромная, длинная. Да. Все удивляется. Да? А как это? У нас принято, если ты пьешь вот налил, выпил, это пьянка. А если ты налил, сказал хорошие, добрые слова, что-то пожелал, то это уже, ну, считается встреча друзей, для настроения, встретиться, увидеться, поговорить, пообщаться, что-то обсудить. Это, ну, как цивилизованные люди делают. Когда я не знаю эту культуру, приехал в Россию вначале. Мгм. Ну, пьем, то, что тост говорит, дольше, чем мы пьем. Он один раз встал, уже говорит, что 5 минут, 10 минут, все стоят, надо слушать надо его. Хотя он ни хера не говорит, он ничего не значит. И потом мы пьем, потом нам надоело, что с русскими пить надоело, потому что, каждый раз так пить надо. Ну, потому что скорее просто пьем. Это вы еще не пили с кавказскими народами. Да. Там вообще тосты такие длинные. Там дерево, которое посадят, там то-то, 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 там ты. И, ну, короче, вот с конца, и вот такие вот длинные тосты, там уже рука болит, но ты его слушаешь. То есть у нас еще Лист надо заказать? не надо. А вот это еще. Это говяжье кальби. Вкусно, не? Мгм. Это пустое. Тогда, 장모님 우리 고기 쌈 하나, чеснок положить надо. Вы не будете целоваться? Ну, только если с тобой. Опять? 오늘 terus ngajak kamu. Наоборот, это вкуснее, не?
Ну, не знаю, что-то мне это так зашло. Это для себя заказали, это для вас я Да? заказал. Ну видишь как? Да. Не, ну, кушайте. Мне Не это- угадал. Это намного дороже только. Ешь. Простая еда чаще бывает вкуснее, чем дорогое. Успехи. Да, это самое главное. Приехали тоже, да, успехи. Ну, Нет? я немножко не в этом цель преследовала. Во-первых, я преследовала цель быть рядом с Ариной. Вау. Это нас не обидится, такое нельзя говорить. Сначала с Ариной, потом с вами. Сначала с нами, потом с Ариной. Чё это? Хотя бы говорить так. Хорошо. Быть рядом с вами. Все. Мне иногда кажется, что я лучше бы не, ну, как бы там оставалась и все. Прям так аж тяжело. Не в жизни, в работе. Вот стол стоит, да? Я работала на той стороне, а сейчас работаю на этой стороне. Ну, у вас быстро вот, поднимет по должности. Знаешь, еще не в должности главное. Тут еще надо разобраться в смысле работы, в критерии, ну, во всем, ну, в сути работы. Но я надеюсь, что все будет. Не боги горшки обжигают. За будущее. Для будущего. Ты молодец, ты хорошо вот вписался в русскую среду. Я представляю, как было тебе тяжело это сделать. Надо выпить много. Кола. Зачем? Ну, хорошее настроение. Танцевать на столе не будем. Многие это спрашивают, как мы сколько пьем. Мы? Да. Как настроение? Не количество, да? Да. 팥빙수를 또 식당 사장님께 서비스로 주셨습니다. Обалденно. Оно такое нежное. Вот у нас мороженое кушаешь, да, оно такое плотное, да, вот такое маслянистое. А здесь оно такое вот. Это как получается? Сначала 팥빙수 называется. Раньше, как мы мороженое кушали, просто вода замораживали его вот тонко, вот так. Рыхлый. Его мололи. Красная фасоль, потому что он сладкий. И туда что-то еще положили разные. Ток, корейский листовой лед, разное положили и смешивали, ели. Это корейское мороженое получается. Да. Это современное получается, здесь уже добавляются молоко, фруктами, Прикольно. вот так получается. Вкусно. Спасибо. Чтобы змей был Горыныч. Да. Вылетел. Корейский дракон. Ну, рассказывай. Ты же обещал рассказать мне. Вот я скажу. Ну, давай. За нас. Для нас. Второй ребенок, я очень хочу. Настя как-то не готова. Чтобы первый ребенок, второй ребенок было, чтобы разница там 2 года, 3 года, уже нужно как-нибудь обсуждать. У нее отношение к этому не меняется как будто. Вообще просто она уже там, все, больше не хочет. Потом я понимаю, что у нее тяжелое время было. Мне это очень не нравится. Каждый раз об этом разговариваю. Она всегда только против. Я не хочу. Мне очень это, не знаю, как, может быть, я неправильно как-то с ней начинаю разговаривать как-то. Или я не умею там, на это все отвечать. Или я не знаю как. Ты сам знаешь, какие мы прожили времена. Да? После Аринкиного рождения. Я вообще не знаю, как мы пережили это все. Ну, вот. Ну что пережили? Что нормально было?
Ну, это хорошо, что так все хорошо закончилось, понимаешь? Я ее прекрасно понимаю, что она боится. У нее есть страх. Поэтому, мне кажется, ее не надо этим вопросом все время напрягать ее. Мне кажется, надо дать ей немножечко насладиться, вот, что она мама, чтобы она сама поняла, что Аринке нужен еще братик, сестричка. Видишь, вы вместе вот это все пережили, и потом Настя вот до сих пор выходит из этого состояния. Поэтому дай немножко ей насладиться. Пусть она вот немножко успокоится, и она сама придет к этому. Вы думаете, она сама захочет? Мне кажется, да. Она сама поймет, что Аринке нужен братик или сестричка, что очень хорошо, что вот плохо, что у нее никого нет. Это правда так и будет. Я просто переживаю, если сейчас мы начинаем разговаривать, тогда может быть через 2 года может быть получится. Даже если не разговариваем, то А вдруг получится вот так вот неожиданно? Ну там, если так будет хорошо. Нас тяжело сейчас. Лучше сейчас тяжело, не потом тяжело. Нас говорит, может быть через 5 лет. Ну через 5 лет тогда что? Ну, тогда будет мне больше 40 сколько? 40 с чем-то. И Насте сколько лет? Ну там тяжелее еще беременна, во-первых. Во-вторых, А с другой стороны, вот как Бог даст, не, Бога нет. как это нет? Не, ну если стараемся мы, то получаемся. Если мы не стараемся, Ну, и то Богу просит, то не получается. Опять же, он же должен быть долгожданный ребеночек. Он должен быть, чтобы не только ты его хотел, но и чтобы и она хотела, чтобы она его ждала. Понимаешь? Надо как-то это решить, надо как-то... Ну вот. Нет? Мне кажется, надо, чтобы она немножечко вот это все забыла, чтобы оно, знаешь, ну вот у нас же как память устроена у нас. Мы все плохое забываем, а хорошее остается. Вот надо, чтобы немножечко у нее это только стерлось. Плохое же вспоминаю. Хорошее забываю. Хорошее, конечно, естественно. Плохое то надо исправить, надо. Ну, произошло, подумал, переформатировался и пошел дальше. Я предлагаю, давай немножечко это опустим, эту тему. Вот дай ей съездите к родителям, она немножко отдохнет, немножко вот придет в себя. Я думаю, вы скажете мне, расскажете ей вот так по-другому. Как это вы уговорите ее. А как я могу ее уговорить? Она сама должна решить. Не уговорим мы ее никак. У всех своя история, но у меня младший брат есть, да? В школе его как-то его били, его очки там. Он в очках его били, и до сих пор у него здесь есть Да? шрам. А я даже не замечала. Да. Ну, это он операцию делали, это. Там пришли помогают. Воспоминания для меня очень теплые. И если брата не было бы в моей жизни, ну, когда в детстве, я вообще совсем другой человек был бы. Для меня очень это важно, всегда теплые воспоминания. Конечно, со стороны брата по-другому может быть. Потому что я старше, но это очень, мне кажется, всегда важно. Вот у меня есть сестра старшая. У нас с ней разница 7 лет. Пошла в 1 класс. Она двоюродной сестре сказала, ну там еще сестра училась в школе, она сказала, смотри, чтобы в столовую ее пропускала, чтобы ее не обижали. Ну, то есть вот я чувствовала заботу сестры. У нас были очень теплые отношения. Если ее ругали родители, я ее всегда защищала. Не надо ее ругать.
не надо. Вот. Я это понимаю, что хорошо, когда есть родной еще один человек. Ну вот Настюшке, мне кажется, надо еще Вот она не знает, что Мне она кажется, сама была. морально. Ей просто морально надо дать возможность, чтобы она немножечко успокоилась, Да. чтобы у нее страх этот ушел. Поэтому хотя бы я просто говорю так, чтобы она могла бы об этом Думать. думать. Или неправильно даже это. Мне кажется, она должна к этому прийти сама. И сказать: Джей, я хочу. Нет, иногда надо говорить. Надо. Чтобы она знала, что ты Это хочешь. шутка или как? Серьезно или как? Ну, не так, что прямо: Настя, я хочу. Ну, надо как-то так, знаешь, мягко говорить, что... Мягко это как? Примерно просто так. Ну, Это немножко не понимаю. Вот, Настюшка, смотри, какая Аринка. А вырастет, вот если у нее будет братик или сестричка, как ей будет хорошо? Сразу. Ну, как-то вот, не знаю, вот как-то так. Настюшка, там, я хочу, чтобы у нас еще один был там. Нет, не так. Эх, не знаю как. Правда, мне кажется, Алинка правда на меня похожа. Конечно, копия. Да. Второй ребенок немножко похож на маму больше. Обычно. Ну и большинство так и есть. Настя на кого похожа? На папу. Ну, первый ребенок. Ну, первый ребенок. Второй. Нету. Я на кого похожа? Вы на бабушку. Я второй ребенок. На бабушку, на маму похожи. Я на папу похожа. Не надо мне говорить. Ну что, вы почему против меня? Я не понял. против. Ну, просто второй ребенок на нас похоже будет, допустим. Нет, это немножко Там хорошо. блондинка будет, немножко хотя бы на какой-то части больше. Ну ты же второго ребенка не хочешь И не это для того, знаете? не для того, чтобы он был похож на Настю. Не, ну, Ну, а чё? И Нет. я хочу, что просто. Вы не ожидаете, вы это не... а мне все равно, на кого он будет похож, на тебя или на нее. Я что, Аринку меньше люблю? Хотя, мои дедушки, я на папу похож, поэтому папин дедушки больше меня любил, а моего брата любил маму, родителей, потому что на маму больше похож был. Ну, это неправильно, но... Неправильно нельзя так, кому Нет. не надо, да? Но не сейчас. По ее желанию, по твоему желанию, понимаешь? Чтобы это было вот в радость. Ну, заведение. Да. Чтобы это было в радость. Ну, я скажу, что она через 5 лет случай, я сейчас хочу, значит через 2 года. Это середина. Что? Просто, когда вы помогаете мне, потому что вы тоже хотите, я тоже хочу, да? Поэтому мы стараемся. Но, да, мы стараемся так, чтобы Насте было не тяжело, вот. И мы стараемся, чтобы она все равно поняла, что она хочет. Хорошо. Мы все стараемся. Да. Да, второй ребенок. Мульнемня начал, пожалуйста, на 2 порции можешь? Уже большая, уже такая она вот, видишь. Она уже прям на сковородочке. Вы знаете сегодня, что было? Чё? Закончилась стиральная машина. Надо повешать. Мгм. Она там достает оттуда. Апа не дает, я вешаю. Она говорит, потом после этого. Мама вешает. Апа, я вешаю. Класс, да? А представляешь, родится вторая девочка. Ответить надо. Не надо. У меня закончится, когда сын будет. Вторая девочка. И они вдвоем будут к тебе подбегать с двух сторон и целовать тебя, обнимать и говорить: папочка, ты наш любимый. Ну, третья дочка тоже неплохо.
А четвертое? Что? Пятое? Не, ну сам наплел. 아닌가 혹시 몰랐다. 내가 говорю? 아닌가 говорю. Да. Это когда мы пьем в корейском ресторане, всегда в конце закатываем, кушаем. Тогда все уйдет, все прям. Сразу же, да? Да. И трезвеешь. Да. И нет, дело в том, что трезвее становится, и плюс следующий лучше становится, лучше себя чувствуется. Отлично. Да. Запивать вкусно. Жизнь дает очень много возможностей. Эти возможности, чтобы использовать, ну, по максимуму, да, там, для этого надо быть здоровым. Поэтому вот эта вещь. Я очень благодарна. Я согласен. Да. Потому что когда ты болен, то ничего не хочется. А когда ты полон сил, здоров, Лучше меньше пить, да? Это никак, да?